сериале «Великолепный век» нам показали уникального человека Матракчи Насуха Эфенди. Он долгое время был близким другом Ибрагима Паши, его почитал султан Сулейман, и за это художника приблизили ко двору. В любимой миллионами зрителей теленовелле Матракчи сыграл не последнюю роль в судьбе Нигяр и ее дочери. Именно он принял решение о том, как должна умереть Садыка, покушавшаяся на жизнь султана. Но главное, как мне видится, это то, что Матракчи вложил много усилий для того, чтобы султан завоевал остров Родос, и память о его победах, да и вообще османская история дошли до наших дней в виде зарисовок и иллюстраций происходящих событий. Так был ли такой персонаж, как Матракчи Насух, в истории Османской империи? Какой была его реальная личная жизнь? Действительно ли он был настолько любвеобилен? Какую память сохранили о нем наследники? И загадочна ли его смерть? Начнем с того, что узнаем, реален ли этот персонаж и чем отмечен в истории. Да, такой персонаж абсолютно реален. Матракчи Насух – османский историк и математик. В истории Османской империи его имя звучит как мастер Рейс Насух эс-Силахи аль-Матраки бин Карагес бин Абдулла аль-Босниеви. Еще его называют Леонардо да Винчи Османской империи. Точная дата рождения неизвестна, однако предполагается, что это был 1480 год. Достоверная дата смерти – 28 апреля 1564 года. По происхождению, скорее всего, он босниец. В Стамбул попал в маленьком возрасте, прошел все ступени обучения в Эндеруне. Приставку к своему настоящему имени Матракчи получил благодаря придуманной им игре «Матрак». Также султан Сулейман дал ему прозвище «Мушкетер». Насух служил нескольким османским султанам и стал учителем в школе Эндеруна. В тот момент, когда Матракчи допустили ко двору Сулеймана, он был уже почетным янычаром. Насух прекрасно владел техникой фехтовальщика, отлично стрелял из лука. Кроме этого, он отличался высоким уровнем интеллекта, говорил на 5 языках. Насух Эфенди написал множество книг и научных трудов. Вы удивитесь, узнав, что любимыми науками Матракчи были математика и геометрия, но главным является то, что ученые обнаружили, что именно этот человек изобрел часть уникальных методов умножения цифр. Его методом в Эндеруне пользовались за 50 лет до того, как эти таблицы стали использовать в Европе. Ну и, конечно, говоря о Матракчи, нельзя не сказать о том, что одним из ценных трудов для будущих поколений является его любовь к османским миниатюрам. С его помощью мир сегодня узнает о том, как выглядели города и пейзажи той эпохи. Его изображения были довольно натуралистическими и подробными, а в искусстве появился такой стиль, как стиль Матракчи. Личная жизнь Матракчи Насуха. В сериале «Великолепный век» нам показали несколько романов Насуха. Зрители помнят его неудачную попытку жениться на Нигяр и тайную любовь к Садыке. И тот, и другой роман закончился для него трагически. Российские зрители не видели, но турецкая версия сериала порадовала спокойной семейной жизнью Насуха на склоне лет. Матракчи уехал из столицы и поселился в небольшой провинции на границе империи. Там ему удалось прикупить себе небольшой дом и открыть художественную школу для детей. Насух жил очень спокойно, но новость о смерти всеми любимого Шехзаде Мустафы серьезно подкосила его здоровье. Мать одного из учеников смогла выходить его и поставила на ноги. По воле судьбы у этого ученика не было отца, а звали его Мустафа. Матракчи женился на этой женщине и стал воспитывать Мустафу как своего сына. Он обучал маленького Мустафу игре на матраках. Хатун помогала своему мужу в художественной мастерской, а свои последние годы Насух Эфенди прожил
окруженный семьей и уважением друг к другу. Однако исторические данные о его семейном положении отсутствуют, и доподлинно неизвестно, был ли Матракчи женат и имел ли он детей. Возможно, тяга к знаниям и наукам не смогла победить ни одна женская любовь, и Насух был одинок. Смерть Матракчи Насуха, в каком году и от чего он умер? Считается, что Матракчи умер в 1564 году в возрасте 84 лет. Султан Сулейман пережил Матракчи всего на 2 года. Великий ученый и историк того времени умер естественной смертью. Матракчи Насух был включен в список памятных и праздничных юбилеев ЮНЕСКО в 2013 году в рамках 450-летия его смерти. А вам, чем запомнился Насух Эфенди в сериале «Великолепный век»? Расскажите в комментариях. А на сегодня все. Не пропускайте главное, подписывайтесь на канал, посещайте вкладку «Сообщества» и узнавайте еще больше про Османскую империю.